Поговорим о распространении рака. Именно миграция рака убивает большинство людей. Возникает вопрос: случайно ли это миграция? Случайно ли рак выбирает себе органы? Или же у него есть некая закономерность? Достоверные источники, я оставлю ссылки в описании, предполагают, что раковые клетки были созданы, то есть произошли от макрофагов. Макрофаги — это часть врожденного иммунитета. Слово «макрофаг» значит «большая клетка, которая ест». Они едят не только мусор, но еще и вирусы, бактерии, паразитов, грибок, кандиду и так далее. И еще интересно то, что многие раковые клетки ведут себя как макрофаги. Они поедают Т-клетки, поедают красные кровяные тельца, тромбоциты, так же, как и макрофаги. Макрофаги мигрируют к тканям, которые нуждаются в заживлении, то есть они мигрируют в области воспаления. Множество видов рака мигрируют в печень, в легкие и даже в кости. В печени постоянно умирают и рождаются клетки, так же, как и в легких. Из-за многих бактериальных инфекций, из-за ущерба от курения и загрязненного воздуха. А еще печень пропускает через себя токсины и подвергается огромному ущербу и воспалению. Есть также такая штука, как гепатиты, различные воспалительные процессы в легких, повторяющиеся инфекции. И то, что макрофаги происходят от моноцитов, которые происходят от костного мозга, может быть еще одной причиной того, что рак распространяется в кости. Еще один интересный факт о раке молочных желез и легких. Иногда он появляется во рту после удаления зуба, потому что там появляется зона воспаления. Еще он может мигрировать в игольный тракт после биопсии. Из своей практики я помню множество людей, у которых был рак. И он у них был в местах старых травм и воспалений. Один парень упал с дерева, ударился затылком, у него пострадал мозговой ствол. И именно там у него и появился рак. У другой женщины был рак молочных желез, и я спросил ее, есть ли у нее там старые травмы. Она ответила, что да, у нее была серьезная травма в той области. В общем, рак обычно мигрирует в области воспаления. У этого даже есть название — воспалительный онкотаксис. Можете погуглить. Также известно, что опухоли могут вернуться после многих лет ремиссии. То есть рак может не проявлять себя много-много лет. Но все же его могут активировать воспаление, даже в отдаленных частях тела. Воспаление может стать причиной распространения рака, а также активировать спящий рак. И воспаление в целом ослабляют иммунную систему. Если посмотреть на цель воспаления, то становится ясно, что это реакция на инфекции, повреждения, травмы, стресс, окисление. При нем увеличивается приток крови и белые кровяные тельца. А еще имеются аутоиммунные заболевания, которые тоже протекают с воспалениями, и у больных ослаблен иммунитет. Все это, конечно, интересно, но что с этим делать? Думаю, что разумным решением будет активно и агрессивно не допускать у себя воспалений. Вот два лучших способа — регулярно соблюдать интервальное голодание и снизить количество углеводов в рационе. Это уменьшит окисление. Регулярный прием витамина D — один из лучших способов борьбы с воспалениями. Я уже не говорю, что он хорош против опухолей и против рака. Еще N-ацетилцистеин — отличный антиоксидант. Он помогает нейтрализовать ущерб от свободных радикалов, вызываемый воспалением. Это сопутствующий ущерб, который ослабляет иммунитет. Корень крапивы — это моя любимая, натуральная, противовоспалительная. Можете его попробовать. Гипербарическая оксигенация — это еще один хороший способ наполнить тело кислородом, потому что воспаление приводит к гипоксии. И когда я сам хожу на оксигенацию, каждый сустав в теле становится свободным, подвижным. Воспаления уходят. Это очень помогает. И, конечно, вы можете тренироваться, чтобы получать больше кислорода. Это тоже уменьшает воспаление. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление. Если не видели мои видео про натуральные противовоспалительные, посмотрите.